Здравствуйте, мои подписчики и зрители. В этом видеоролике я хочу вам показать, с чего начинать копку колодца. Что нужно сделать, как его обслуживать. Всем, кто хочет иметь свою воду на своем загородном участке. Самостоятельно выкопать колодец на земельном участке значит сэкономить деньги и обеспечить свой участок водой. Собственное водоснабжение – это значительный плюс для жилого загородного дома, ну и для садового дачного участка. Перед тем, как выкопать колодец, необходимо определиться с местом копки. Водоносный слой под слоем почвы располагается не на одинаковой глубине. Порой перепады уровня залегания слоя даже в пределах одного участка достигают нескольких метров. В результате неправильного выбора места заложения колодца придется потратить немало сил и времени на проходку этих нескольких лишних метров грунта. Еще одна проблема заключается в том, что, возможно, под слоем почвы находятся твердые скальные породы, которые преодолеть лопатой просто невозможно. Поэтому перед людьми, решившими выкопать свой личный колодец, встает вопрос, как же правильно это сделать? Определить место нахождения воды, глубину залегания воды можно при помощи специальных геофизических приборов. Правда, далеко не у каждого домовладельца имеется такая аппаратура, и не каждый умеет с ними обращаться. Для определения глубины залегания водоносного горизонта понадобится обратиться в ближайшую организацию. Конечно, услуги специалиста-геофизика будут стоить определенных денег, но это позволит избежать ошибок и определения места заложения колодца. Проще всего это можно сделать, рассмотрев состав трав, деревьев, кустарников, которые произрастают на вашем садовом или дачном участке. Каждый вид растительности требует определенного обеспечения водой. Если растет тополь черный, то это до 3 метров. Если камыш – метр, 3 метра. Полынь песчаные до 10 метров и так далее. Допустим, если одни травы любят засушливые места, то другие растут только на влажных участках с высоким уровнем вод. Можно попытаться найти воду при помощи лозоходства или по-научному биолокации. Правда, для этого потребуются определенный опыт и навыки. Да и настоящую виноградную лозу в нашей полосе России трудно найти. Хотя ее могут заменить и две медные проволоки, согнутые под прямым углом. Лично я в свое время так и поступил. 2 проволоки взял согнутые в руки, ходил по участку и определял, в каком месте
эти проволоки между собой пересекутся. Нашел 3 таких места и остановился только на одном. Если, идя по участку, держать их в расслабленных руках, параллельно друг другу, то в месте близкого подхода воды к поверхности они должны пересечься. Для того, чтобы выкопать колодец, вам понадобятся лопаты, лом, ведра, канаты для подъема ведер, тренога станина, установленная наверху, отвес для контроля вертикальности шахты, защитные приспособления, каска, рукавицы, насосы для откачки воды. Итак, лопаты должны быть с короткими черенками для удобства копки в замкнутом пространстве, так как диаметр колодца варьируется от метра до 1,5 метров. Начинать следует с разметки места для шахты. Размер ее должен на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонных колец, которые будут использованы в качестве стенок этого самого колодца. И еще выбирать время для копки колодца лучше всего зимой, так как водоносный слой находится в самом низу. Итак, затем снимаем верхний слой грунта, убираем дерн и углубляемся в почву. Время от времени в процессе копки следим за вертикальностью шахты при помощи строительного уровня. Выбранный грунт следует отвозить подальше с помощью тачки, чтобы он не мешал при монтаже колец. После заглубления сантиметров на 40 от поверхности земли следует установить первое обсадное кольцо. Чем мягче и сыпучий грунт, тем раньше устанавливается кольцо, во избежание обрушения стенок шахты. По мере удаления земли из-под кольца, оно будет опускаться вниз под собственным весом. Далее устанавливается сверху второе кольцо, потом третье, четвертое и так далее. Это мы рассмотрели закрытый способ копки. При открытом способе вначале копается шахта до водоносного слоя на всю глубину, а уже потом устанавливаются обсадные бетонные кольца. Такой метод отличается опасностью обрушения стенок шахты со всеми вытекающими для человека последствиями. Поэтому использовать открытую технологию следует исключительно на плотных, глинистых или прессованных гравийно-песчаных почвах. При достижении водоносного пласта следует установить помпу для откачки поступающей в шахту воды и заглубиться еще на 1-2 метра. Глубже не стоит, так как можно пройти насквозь водоносный пласт и углубиться в слой грунта, не содержащий воды. Далее следует позаботиться об естественной очистке поступающей в колодец воды. Для этого создается донный фильтр, который состоит
из засыпки камней или крупного щебня. Толщина этого слоя должна достигать сантиметров 20. Вторым слоем засыпается гравий, таким же слоем. И завершающий слой из речной гальки или крупнозернистого чистого песка. Вода, поднимаясь со дна колодца, проходит сквозь этот многослойный фильтр и очищается естественным путем. Остановимся на меры безопасности при выкапывании колодца. Верховодкой называют слой, который находится от 2 до 10 метров под землей, прямо под глиной. Талая вода, дождь, снег питают эту прослойку. Из-за близкого расположения к поверхности ее уровень сильно колеблется, становится то выше, то ниже. Именно по этой причине верховодку нельзя использовать для питья. Она загрязнена химикатами, так что годится только для технического применения, например, для полива. Следующий слой более глубокий, он расположен от 10 до 40 метров от поверхности земли, около залежей песка. Такая глубина дает его неуязвимым для загрязнений, поскольку вода уже прошла через природный фильтр из прослойки почвы. Также в этом случае не грозит как увеличение уровня воды, так и уменьшение. Смена времен года не оказывает никакого влияния на него. Вода этой прослойки чистая. Ее пить можно, но есть минус. Содержание песка в воде. Нужно использовать специальный насос и систему фильтрации, чтобы избежать примесей. Артезианские воды находятся в 40 и более метрах от поверхности земли, близко к слою известняка. Они еще чище, чем воды грунтового слоя, а также содержат полезные соли и минералы. Их достаточно просто поднять на поверхность, потому что обычно эти воды находятся под давлением, но вот скважину пробить нелегко.